Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Industrial Craft на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про ядерный реактор. Перед постройкой ядерного реактора рекомендую вам сделать себе такой вот защитный костюм. Состоит он из шлема акваланга, защитной куртки, резиновых ботинков и защитных поножей. Вот так вот он выглядит. Такой костюм вам будет необходим, поскольку вы будете брать в руки топливные стержни, уран и прочие радиоактивные элементы. Без такого костюма вы можете погибнуть, если находитесь в режиме выживания, потому что будете получать негативный эффект радиации. Для работы ядерного реактора вам само собой потребуется топливо. Вам необходимо будет побегать по шахтам и найти вот такую вот урановую руду. Располагается она по всей высоте, но встречается достаточно редко. Урановую руду мы далее помещаем в дробитель и получаем такую измельченную урановую руду. Ее можно в компрессоре превратить в такие вот слитки урана, если у вас установлена модификация Advanced Solar Panels, либо с помощью термальной центрифуги производить уран-235 и уран-238, из которых делается обогащенное урановое ядерное топливо, с помощью которого мы получаем уже топливные стержни для нашего ядерного реактора. Также мы можем использовать рудопромывочную машину для того, чтобы очищать урановую руду и повышать тем самым выход урана-238. Давайте обсудим, как работает термальная центрифуга и рудопромывочная машина. Оба механизма работают на напряжение до 32 EV в тик. Но, естественно, с помощью улучшения трансформатор можно это напряжение повысить. Перед крафтом термальной центрифуги необходимо разогреться. Для того, чтобы термальная центрифуга всегда была в нагретом состоянии и быстро крафтила, я рекомендую ее запитывать сигналом красного камня. Сделать это можно либо с помощью рычага, либо с помощью такого вот улучшения инвертора красного камня. Кладем его сюда, и центрифуга у нас начнет сейчас прогреваться. Перед тем, как помещать измельченную урановую руду в термальную центрифугу, я рекомендую ее обработать в рудопромывочной машине. Работает рудопромывка, само собой, на электричестве, кроме того, необходимо ее запитать водой. Сделать это можно либо с помощью ведер, либо с помощью помпы, либо с помощью труб жидкостных, например, с других модификаций. Итак, мы запитали водой рудопромывочную машину, кладем сюда руду, и через какое-то время она у нас переработается. Итак, на выходе мы получили очищенную измельченную урановую руду, также немного свинцовой пыли и каменную пыль. Кроме того, в рудопромывочной машине мы также можем промывать другие руды. Тем временем наша термальная центрифуга прогрелась и готова к крафтам. Кладем сюда очищенную измельченную урановую руду, и через какое-то время у нас на выходе получится уран. Итак, на выходе мы получили кусочек урана-235 и 6 единиц урана-238. Также с помощью термальной центрифуги можно обрабатывать другие ресурсы. Обратите внимание на разницу, если мы используем обычную измельченную урановую руду и очищенную. Во втором случае у нас повышается выход урана-238. Когда мы сделаем себе уран-238 и уран-235, мы можем себе сделать обогащенное урановое ядерное топливо, с помощью которого будем получать такие вот топливные стержни. Значит, есть одинарные, есть спаренные, есть четверные. Делаются такие топливные стержни либо в жидкостном наполнителе, либо в просто наполнителе. Кладем обогащенное урановое топливо, и на выходе получаем топливный стержень. Для двойного нам уже потребуется железная пластина, а счетверенные топливные стержни мы можем скрафтить таким вот образом или вот таким. После отработки ваших топливных стержней в ядерном реакторе не спешите их выбрасывать, поскольку при переработке их в термальной центрифуге мы сможем получить кусочки плутония, из которых мы скрафтим плутоний, а с помощью него мы уже можем получить такое вот ядерное топливо МОХ. Из этого ядерного топлива мы уже получим, соответственно, топливный стержень МОХ, также двойные есть и четверные. Также с помощью плутония можно производить такие вот пилеты, которые можно запитывать радиоизотопный теплогенератор, который мы рассматривали в гайде про производство стали. Когда мы разобрались с производством топлива, можно приступать к сборке ядерного реактора. Для этого нам потребуется сам ядерный реактор, который крафтится следующим образом. Нам потребуются реакторные камеры, которые делаются из свинцовой пластины и основного корпуса механизма. Сам по себе такой вот блок ядерного реактора уже является генератором энергии. Можно выкладывать сюда топливные стержни. Также нам еще потребуются различные теплообменники и обшивка для того, чтобы распределять тепло по вашему реактору. Различные схемы по выкладыванию стержней и теплообменников вы можете найти в огромном количестве в интернете. В своем же гайде я рассмотрю пару схем. Сразу скажу, что не рекомендую использовать только такой вот блок ядерного реактора, поскольку это будет неэффективно с точки зрения расходов урана. Для того, чтобы сделать наш реактор более эффективным, необходимо его обставить такими вот реакторными камерами. Далее рекомендую поставить на ваш реактор такой вот рычаг, чтобы контролировать его, включать и выключать. Необходимо будет отводить энергию, для этого рекомендую использовать высоковольтный провод или стекловолокно. Поставить энергохранилище, например, на ФСУ. И давайте рассмотрим одну из схем, которую я нашел на форуме, ссылка будет в описании. Для первой схемы вам потребуется 7 четверенных топливных стержней, 1 компонентный теплообменник, 11 компонентных теплоотводов, 28 разогнанных теплоотводов и 7 обшивок реактора. Вот таким вот образом выкладываем все компоненты и запускаем наш реактор. Как видим, производится 420 EV в тик. Вся энергия поступает в МФСУ,
Через какое-то время, естественно, не забываем менять топливные стержни. Если мы наведем курсор на это окошечко, мы видим, что ядерный реактор работает в энергетическом режиме. Выход понижен до 50%. На самом деле в Industrial Craft есть еще одна разновидность реакторов. Это жидкостные реакторы. Давайте сейчас рассмотрим один из таких. Для сборки жидкостного ядерного реактора нам помимо знакомых нам уже блоков потребуется еще такая вот обшивка. Делается она из камня и свинцовых пластин. Также нам потребуется реакторный люк, нам потребуется реакторный проводник красного сигнала и реакторный насос. Для жидкостного ядерного реактора нам, во-первых, потребуется коробка 5х5. В центре у нас будет установлен сам ядерный реактор. На лицевой стороне нашего ядерного реактора мы поставим реакторный люк для того, чтобы заглядывать во внутренний интерфейс. И поставим такой вот реакторный проводник красного сигнала для того, чтобы включать и выключать наш реактор. Дальнейшую схему я подсмотрел у своего немецкого коллеги, ссылка будет в описании. Нам потребуется 12 таких вот реакторных насосов, устанавливаем их следующим образом. Во все реакторные насосы также необходимо будет поставить улучшение выталкивателя жидкости. Далее нам потребуются такие вот жидкостные теплообменники. Они будут нужны для того, чтобы отводить тепло от нашего реактора. Тепло от реактора мы будем превращать в электричество с помощью таких вот генераторов Стирлинга. Генераторы Стирлинга не забываем повернуть оранжевой стороной к нашим теплообменникам. Сделать это можно с ключом Shift-PKM. С помощью проводов будем передавать электрическую энергию в нашем ФСУ. Далее выкладываем такую вот схему. Нам потребуется четверенный топливный стержень, сдерживающая реакторная обшивочная пластина, компонентный теплоотвод, разогнанный теплоотвод. Выкладываем все вот следующим образом, но это еще не все. Нам потребуется заливать сюда хладагент и потом откачивать горячий хладагент. Производство хладагента мы уже обсуждали в прошлых сериях. Давайте его зальем сюда. Далее, когда мы активируем наш ядерный реактор, хладагент будет нагреваться, поступать сюда горячий хладагент и переходить в вот эти жидкостные теплообменники. Здесь он будет охлаждаться, выделяя тепло, и охлажденный хладагент нам нужно будет возвращать обратно в систему. Для этого мы будем использовать такие вот улучшения выталкивателя жидкости. Во все теплообменники также не забываем положить теплопроводы. С помощью них горячий хладагент будет охлаждаться в обычный. Итак, запускаем наш ядерный реактор. И у нас начал производиться горячий хладагент. Можно сюда еще подливать холодного хладагента. Не рекомендую в систему заливать слишком много хладагента, иначе ваши теплообменники могут забиться, и тогда произойдет перегрев ядра. Если вы залили слишком много хладагента, можно откачать его, например, с помощью капсул. Если у вас будет постоянно происходить перегрев ядра, то рекомендую побольше поставить таких вот теплообменников. И вот мы видим, что в стабильном режиме такой вот жидкостный ядерный реактор производит 22 400 ХУ в тик, что эквивалентно примерно 460 ЕУ в тик. Это примерно столько же, сколько мы производили в обычном ядерном реакторе, но при этом обратите внимание, что здесь мы расходуем в 2 раза больше топлива. То есть получается, что такой вот жидкостный ядерный реактор намного эффективнее. И на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.